Девочки, мальчики, всех приветствую на своем канале Амадея Таро. С вами Вероника. Сегодня будет расклад на такую тему. Тема портал 10-10-2020, то есть 10 октября 2020 года. В этот день для многих откроются некоторые инсайты по поводу того, а кем вы являетесь на самом деле. Сегодня посмотрим на 4 сферы жизненные. Это социальная, то есть посмотрим общую картину. Это магическая сфера на этой колоде, на оракуле теней. Посмотрим, куда же вы движетесь, да, что этот портал вам принесет. На Таро Веретника смотрим от предков духов родов, но не сколько подсказки, сколько, знаете, как пусть они нам покажут ваши возможности, что мешает осуществиться им, ну и совет. И на этой колоде будем смотреть любовную сферу, то есть что ждет на плане личном каждого из нас. Захотелось сегодня взять эту колоду, значит, для кого-то эта тема будет актуальна. Смотрите, по подготовке колод, в принципе, как уже сложилось старой доброй традиции у меня, по подготовке колод. Давайте начнем с общей картины. Таро Светлого Провидца, дно колоды и верх ее. 4 жезлов, Иерофант. Скажу так, в социальной сфере, в общественной вообще, как бы, да, вы будете теперь опираться только на свою интуицию в первую очередь. Не на общественное мнение, там, никто что подумает о вас. Теперь вы идете только по зову своей интуиции. То есть то, что вы будете выбирать в дальнейшем для себя, будет основываться в первую очередь на вашем внутреннем ощущении. То есть оно будет основополагающее при принятии определенных решений в вашей жизни. И причем вот это внутреннее состояние, оно будет стабильно и незыблемо. То есть ее уже никто не, его уже никто не сможет порушить у вас. Так, на оракуле теней что я вижу? Дно колоды и верх колоды. В общем, многие из вас найдут соратников в том деле, в котором вам интересно себя развивать, продвигать, там, где вам интересно стремиться к новому. В общем, в этой сфере найдете людей, которые будут с вами находиться на одних и тех же вибрациях. То есть будут притягиваться люди, которые уже, я бы так сказала, будут равны вам. То есть, если вы не приемлете, допустим, ложь, да, даже самую мелкую, ну, тем более по мелочам, да, то у вас уже из окружения такие люди будут уходить. Я думаю, у многих они уже слились за 10 месяцев этого года. В принципе, этот год вообще у нас чистильщик, я бы вот так сказала, глобальный. Так что, в принципе, здесь все отлично. Те, кто занимаются магией, попадете, в круг таких же, как и вы. То есть люди, которые себя развивают, люди, которые практикуют, ну и в таком, в общем, роде. По Таро Веретника здесь вообще все отлично. Во-первых, от предков духов рода помощь. Помощь в чем? Падение врагов. Мальчики, девочки, здесь все за вас. В каких бы войнах
вы сейчас не находились, что бы вы сейчас магически не отстаивали, вы получите помощь. Ваши враги будут повержены. Вот так вот. И в сфере любовной здесь, конечно, очень все интересно. Король мечей, семерка пентаклей. Здесь кто-то из вас вышел из отношений, где были третьи лица. Причем вышли из отношений с таким партнером, который был тиран, где-то даже садист. Если не физически, то моральный, то есть психологически человек подавлял вас. И вы от этого устали. Вы просто, вам надоело. И вы начали управлять своей жизнью сами, я бы вот так сказала. Итак, это краткий был обзор вообще общей тематики сегодняшнего расклада. Те, кто любят короткие расклады, в принципе, это был он. Дальше вам можно не оставаться. Те же, кто любит пожестче, в деталях, пожалуйста, выбирайте свой вариант. Первый голубой, второй белый, третий зеленый. Сегодня выкладка карт отменяется. Будем действовать по наитию. Итак, эти я убираю. Камушки. Вот сюда я его кладу, дабы у вас был ориентир. И начинаем с общей картины, с социальной сферы вашей жизни, если хотите. То, что вас окружает, те, кто вас окружают. Итак, смотрим по этой сфере ваши возможности, которые открываются с сегодняшней даты. Посмотрим, что вам еще мешает на вашем пути. И совет для вас. Итак, смотрим ваши возможности. Первый вариант. Отлично. Смотрите, где отстаивали себя, в каких вопросах было тяжело, тяжесть это уйдет. Кто занимается практиками, допустим, та же йога, и та же прокачка чакр, возможно, что-то у вас не получалось, преодолели эту. То есть, знаете, вот этот вот момент, все, он уже ушел от вас. Впереди солнышко. И еще такой момент. У кого было ощущение, что он находится в подчиненном положении, и из-за этого у вас отсутствовал оптимизм, это будет уходить из вашей жизни. Итак, смотрим, что вам мешает уйти из вот этого вот состояния. То есть, если кто уже преодолел это все, молодцы. Если кто еще, так сказать, на границе семи ветров и вас еще немножечко болтает, вот смотрим, что вам мешает преодолеть это состояние. Магические воздействия от императора. Этот человек идет за своей мечтой, но с помощью темной магии. Да, предпринимает активные действия. Ой, короче, глупые действия. Знаете, как человек пробует себя в магии, что ли, что-то там начитывает. Хочет быстрых результатов. Может быть, человек из прошлого, ваш партнер, также может быть по работе, начальник, либо же коллега. А что у него там за надежда по поводу вас? Ага.
Ага. Короче, смотрите, человек этот хочет вашу фортуну, ваше знание, вы для него как бы звезда, вы жрица, если... Да не если, здесь ведьмочки смотрят однозначно, или же люди, которые прокачивают себя. Совет вам. Сейчас мы посмотрим. Вот это вот мешает. То есть, если вы себя чувствуете в подчиненном каком-то положении, в вашей жизни возникают ситуации, знаете, как будто вот, ну ни с того ни с сего на вас начинают, знаете, как вот собаки накидываться вокруг, то это не просто так. Это вот этот человек делает магию для того, чтобы у вас все не получалось, чтобы вот эти вот все ваши защиты снять. Он считает вас выше себя, и, естественно, ему это не нравится. Ну, в общем, влияет на вас с помощью магии. Кто себя чувствовал угнетенно, то знайте, товарищ вот такой вот вам препятствием является. Теперь давайте посмотрим совет. Совет: держать баланс. Это раз. Карта сама выпала. Еще такой момент: этот человек, вот этот император, может быть и вашим другом, но это ложный друг. Хочет он награду от вас забрать. Он считает, что вы как награда, и ваши ресурсы награда. В общем, я вдаваться в детали не буду. Я надеюсь, каждый из вас понял, ну, что это за личность, как бы. Так, совет вам: держать баланс. Хорошо. Баланс темного и белого. Так, побольше радоваться. В компании ходить. И заниматься любимым делом, то есть уходить в творчество. Не злоупотреблять алкоголем. Еще знаете такой момент, если есть у вас, ну я думаю, что у каждого есть близкие люди, то есть у кого это дети, у кого родственники, у кого может даже настоящие друзья, проверенные временем, вот позаботьтесь больше о них, вот уделите, вот переключитесь с вот этого состояния, со своего гнетущего, на друзей, подруг, в общем, на людей, которые действительно к вам искренне относятся. И здесь еще такой момент, совет вам. Вам поступит предложение какое-то о совместном сотрудничестве, любая сфера, неважно какая, у кого это там по работе, у кого, в общем, неважно. Обратите на это внимание. Рассмотрите, конечно, предложение со всех сторон, но именно это вас, ну, вам поможет абстрагироваться от влияния вот этого товарища. Больше эмоций. Пусть в вашей жизни будет больше положительных эмоций. Так, это была общая картина по первому варианту. Теперь посмотрим на оракуле теней. Магические аспекты. Первый вариант. Первый вариант. В общем, не отчаивайтесь, получится у вас взять себя в руки. Если кто сейчас на пределе, эмоционирует, возможно, негативит, все придет в порядок. Ретроградный Марс, в принципе, уже у нас подходит к своему логическому завершению. Так, первый вариант: голубые камушки. Смотрим, что у вас в магическом аспекте вашего внутреннего я. Куда вы движетесь, то есть ваши возможности, которые откроются с сегодняшней даты, с сегодняшнего дня. Ваши возможности.
У вас есть защитник, вы уходите от кармических негативных сюжетов вашего рода, что касаемо любви. И вам помогают. Уже помогают. Я вижу, что уже помогают, да. Но если кто сомневается, то не сомневайтесь, как бы вы под защитой. Все вопросы касаемо любовной сферы полностью трансформируются сейчас у вас. Так, что мешает этой трансформации? Помимо вот того императора, помните, да? Смотрите, у кого-то из вас закрыты дороги. В каком плане? Хотите куда-то поехать, не получается. В этой дороге получите как защиту, так и какую-то истину. Мешает трансформации, то есть не хватает вам какой-то истины, которую вы получите в дороге. И причем еще и защиту получите. Также, что еще мешает? От вас кто-то очень усердно закрывает какую-то правду, не хочет, чтобы вы это узнали. А правда-то за вами идет в этой ситуации, понимаете? От передвижений вас закрывают. А вы передвигаетесь, несмотря ни на что. Ну-ка, что там на дороге? Истину все равно узнаете. Собраться. Если что-то планировали, не получается по каким-то причинам, вымели все эти причины за порог и поехали. Потому что эти причины возникли не просто так. Вам специально ставят палки в колеса. Итак, смотрим совет вам. Помните о том, что карма всегда будет работать. Запускайте карму здесь и сейчас. То есть не откладывайте с поездкой, в общем. Вот так я вам скажу. То, что делали на Мабон из ритуала, очень хорошо для вас сработало. То есть карму вы откинули от себя негативную. Еще не поддавайтесь неврозам, психозам. Пытайтесь эту энергию сублимировать во что-то. Если не получается, выехали в поле и орете. Полегчает. Причем не тяните с этим. Чем больше вы в себе помните по общей картине, вот только что где мы смотрели императора, там вот тяжело ваша трансформация вам дается. Ускоряйте ее. Вот здесь люди,
Притянулись на первый вариант. Такие, которые именно в дорогах наполняются энергией. И вам эти дороги хотят перекрыть. А вам это очень помогает. Так, хорошо, посмотрели этот аспект. Смотрите, полное очищение у вас и помощь предков, духов вашего рода. Немножечко осталось, совсем чуть-чуточку, и будет у вас полное обнуление всего вашей жизни, вашей кармы, негативных паттернов из всего прошлого вашего рода. Смотрите, опять обнуление всех проклятий в вашу сторону пойдет. Отлично, то есть, что бы вам ни делали, в итоге будут получать по голове, а до вас даже долетать это не будет. Ух ты! Какой-то результат. Сейчас посмотрим, что за результат хотят вам передать духи рода, подсказки. Сейчас смотрим от них. Какие же возможности у вас открываются по ритуалике. Ну и вообще, если кто не занимается магией, то все равно возле вас есть наставники. И духи вашего рода все равно рядом. Во всяком случае, некоторые из них. Так, смотрим возможности, которые вам. Ух ты, загадка. Новая жизнь. Сейчас уточним третью карту. Ну, новая жизнь у вас начнется. Возможно, загадки какие-то раскроются. Знаете, что вы сможете делать в будущем? Вы будете учить, во-первых, вы под защитами. Во-вторых, вы дальше будете учить людей, как избавляться от созависимых отношений, от токсичных людей, от тех людей, которые лепят привороты, там, знаете, дабы подчинить себе другую личность. Вот это вот у вас открывается. Так, смотрим, что мешает этому сейчас открыться. Высший суд, отомщение. Отомщение по высшему суду. Вот так карты выпали. Смотрите, сейчас процесс отомщения идет, пока высшие силы работают. Возможно, у вас есть какое-то разочарование. Не разочаровывайтесь, погодите. Немножечко погодите. Даже по вот оракулу теней видели, там обнуление через духа времени идет. То есть надо немножечко времени, чтобы прошло. Но по сравнению с тем, что вы прошли, этот промежуток времени очень маленький. Тем более, если вы прислушаетесь к раскладу и займетесь своими близкими, уделите им время свое и уйдете в творчество, то это время вообще будет вами не просто, там, знаете, в ожидании пройдет. Вы его еще и правильно трансформируете для себя. То есть еще какие-то плюшки заработаете положительные. Да, с помощью 6-й чакры будете видеть все во снах. У кого ясновидение откроется. Придут вам подсказки во снах о том, что отомщены вы. Что все, кто вам негатив творил, чудил, получили по заслугам. Итак, смотрим совет вам.
Перестаньте думать о чужих проблемах, займитесь собой и простите тех, кто вас предавал. Выбросьте уже их из своей головы и даже не думайте об этих людях, потому что когда вы о них вспоминаете, особенно если вы негативите на них, а вы можете сейчас быть этому подвластны. Почему? Потому что, я вижу, что вы делали ритуалику, вы себя закрыли, вы очищаете карму, но там есть еще воздействие. То есть ваши недоброжелатели, они работают. Естественно, знаете как, кони-люди немножечко перевмешку идут, и поэтому вам тяжеловато сейчас. То есть здесь ничего страшного нет. Да, видите. В общем, когда вы негативите на своих недоброжелателей, вот вспоминаете о них, да, там за что-то вам обидно, вы вот их проблемы на себя берете, то есть их подселенцы к вам как бы перебегать могут. А вам это, в принципе, не надо. Да, какой-то лжец выпадает у вас есть. Предатель, тот, который лгал, манипулировал, предавал. Вам какое-то откровение будет в помощь, что-то к вам придет. Опять же, или во сне увидите, или извне будет подсказка. Возможно, будете где-то ехать по радио, услышите определенные слова и поймете, что эти слова и являются ответом на ваш вопрос, как вообще отпустить эту ситуацию. То есть духи рода вам помогают. Колдуйте, господа, колдуйте. Кто практикует, то есть не прекращайте в этом деле, развивайтесь. Тут вообще духи рода просто, дают вам, знаете, все свои знания передают, я бы вот так сказала. Вы сейчас как узник того пути, по которому вы шли ранее. То есть там, где вы, возможно, сидели и думали, почему со мной так, это же несправедливо, ведь я-то, по сути дела, там не скатывался, да, до уровня тех же своих недоброжелателей. Это ваше состояние такое, вы в таком состоянии, потому что отравляют вас. Отравляют проклятиями, то есть, как я уже и сказала, вы сейчас работаете на то, чтобы изменить свою карму. То есть вы пока боролись со своими недоброжелателями. Получилось так, что вы отработали определенные факторы своей кармы, скажем, и они теперь стираются, понимаете, они отходят. Это вот так не делается. Это делается немножечко медленнее, чем нам хотелось бы и чем нам представляется, я бы вот так сказала. Но во время этого перехода товарищи продолжают вас бомбить. И вы думаете, что у вас не получается что-то в том же колдовстве, в каких-то ритуалах, все у вас выходит. Это все напускное, то есть... Короче, настрой должен быть только на позитивщину сейчас у вас. Все, что вам приносит радость, вот свое внимание полностью туда переключаете. Да, это нелегко, если кто-то еще, кого-то, если еще глубоко ранят вот те прошлые предательства. Прорабатывайте этот аспект. Тут уже вашего недоброжелателя начали показывать, что его деяния, которые он против вас совершает, из-за надменности и через неупокоенных работает на кладбище. Власти хочет. А ему нужно отректись от нее, иначе замутнение разума получит. Ладно, я уже вникла подальше, чем хотела, но я через второго веретника очень люблю работать, потому что
Потому что здесь, кстати, какой-то король, как и по вот этой колоде, выпал император. То есть я так предполагаю, что это бывшие мужья, партнеры, в общем, скорее всего, либо же жены, если мальчики смотрите вы. На себя, естественно, расклад переворачиваете. Но здесь больше как король выпал. То есть мужик. Мужик чудовеет. Ну да ладно, пусть чудовеет дальше. Что здесь? Покаяние, подселение. Короче, каяться будет. Подселенцы ему в помощь. Причем ваши же подселенцы. Пойдут и сделают ему ататаеньку. Так, теперь смотрим по любовной сфере. Что же здесь в любовной сфере у вас открывается с сегодняшней даты? Расклад актуален на тот момент, когда вы на него попадете, когда вы его увидите, когда он вас вообще притянет, заинтересует. Итак, на любовной сфере, что у вас за возможности там такие открываются? А ну-ка. Ух ты ж, елки-палки. Первая карта и такая веселая. Ох, так. Явится бывший, шлите его лесом. На новый уровень эти ваши отношения не перейдут. Человек попросту не готов к ним. Он вас хочет лишь привязать к себе. Проще-напросто сказать, подсадить вас на свою энергетику с помощью своего... Я бы сейчас как сказала, с помощью чего. Ну, в общем, вы сами видите чего, да, вот, ну, что у него тут в руках, в общем, с чем вот этот вот красавчик бегает. С помощью писюшки, короче говоря, если кому будет плохо видно. Карта выпала. Смотрите, явится из прошлого, захочет что-то вам предложить, но я так понимаю, что вы уже навострили лыжи, вы уже от этого партнера абстрагируетесь, то есть выбрасываете его из своих мыслей, из своей жизни. Еще зацепки есть, но опять же таки, как я сказала, не переживайте, то есть там карма ваша расчищается просто. То, что он там делает на вас, это не важно, вы под защитой. Тут люди хорошо поработали в плане магии, в плане ритуалики, подошли, ну, толково к вопросу. Плюс еще третьи лица вам рассорки тут тулят параллельно. То есть он делает на вас привороты, а ему на вас отворот делают. Возьмите чертополох, пожгите. Чертополох вам в помощь. Пусть они там сами разбираются, блин, эти третьи лица с вашим партнером. Так, что мешает? Что мешает? То есть, ну, что мешает ему к вам там проявиться? Или, ну, тут... В контексте, что мешает, сейчас выпадут именно те карты, которые, скорее всего, покажут вашу защиту. Потому что, ну, такой товарищ, в принципе, как бы, ну, мне точно был бы не нужен. То есть, понимаете, через этого человека, получается, вас искушает сам дьявол. Поддадитесь или не поддадитесь? Поддадитесь, будете сливать свою энергетику. Не поддадитесь, короче, будет вам новая жизнь. Если появится человек из прошлого, берете букетом из чертополоха, вот как прямо здесь нарисовано, и по мордям ему.
Ну, это я так. Тоже отличный, так сказать, маневр в боевой магии. Что вам мешает? Боится к вам проявиться, потому что есть люди, которые могут следить за ним, то есть третье. Чувство вины ему мешает. Мешает ему чувство вины еще, потому что знает, что провинился перед вами. Любовь мешает. Ой, короче, хочет вас завоевать ваш партнер. Любовь есть, но знаете, это вот... Это недоразвитая любовь. Понимаете, это любовь, при которой человек перекладывает на вас определенные паттерны со своего детства. То есть, скорее всего, ищет не партнера, а как бы замену матери или же замену отца. То есть девушки в мужья выбирают себе, знаете, человека, который бы заменил им отца. Мальчики, соответственно, дабы там, потому что недолюбленные или перелюбленные, и ищут для себя мамочку, с которой можно будет спать, но она будет терпеть все его прихоти, понимаете? Так, совет вам. Уберите эту затхлость из своей жизни. Полностью, то есть, разорвите все связи с этим человеком из прошлого, из вашего. Потому что мало того, что вас привязать хочет, манипулировать, так еще и с помощью магии как бы вам подкидывает негатива. Плюс еще там третьи лица за его спиной, которые слишком... хотят, видимо, его денег, понимаете, его магией закидывают. То есть, ну, там шиза уже полным ходом у человека идет. Проявите, станьте императором своей жизни, проявите мужественность разорвать это раз и навсегда. Вот эту вот связь с этим человеком, который вас предавал. Выскажите ему свое недовольство вообще. Опять же таки, если сильно хочется, как я уже сказала, вот этим букетом из чертополоха просто по морде надавайте. Так что вот такой вот был первый вариант. Кстати, по справедливости, если так поступите, справедливость включит свои обороты вселенская, ему нахлобучку устроит. А его к вам тянет. А его к вам тянет, да, ну и пусть тянет. Просрал он свое счастье, в смысле ваш партнер в виде вас. Пускай с этим и живет дальше. Так, первый вариант. Я благодарю вас за просмотр. Оставляйте ваши комментарии, лайки, дизлайки. Также, кому интересно, чтобы я посмотрела определенный вопрос, оставляйте его в комментариях. Пока что под этим видео. Потом я создам отдельное видео для того, чтобы там вы оставляли свои предложения на расклады. Третьи лица есть однозначно. Третьи лица там чудовеют. Это несчастье о вас только и мечтает. При этом хочет подавить вас, хотя само по себе сидит вот такое бедное, несчастное, понимаете, свечу держит, блин, как голум какой-то тут. Сам от вас отказался, а теперь еще какие-то претензии к этому миру предъявляет. Ну, в общем, да ладно. Спасибо, первый вариант.